Первый вопрос о времени, об энергии времени и о зеркалах времени в районе города богов, а также аналогия со знаменитыми зеркалами Козырева. Так вот, я хочу сказать вот что. Время, вообще-то, то, которое тикает на наших часах, это не просто какое-то вот прозаическое время, это не просто тикание часов. Время – это энергия. К этому первым в мире пришел наш знаменитый ученый Николай Александрович Козырев. Николай Александрович Козырев, он пережил очень тяжелую жизнь. В 1937 году он был посажен за еретические научные мысли, потом вышел, у него была очень сложная судьба, но это был тем ученым, который впервые в мире это предположил и даже доказал, что время, которое тикает на наших часах, есть энергия. Как он это доказывал? Он создал так называемые зеркала Козырева. Что такое зеркала Козырева? Он сделал такие вогнутые конструкции из металла, из камня. Это было не так принципиально. Эти вогнутые конструкции, вот такие вот, он сделал примерно размерами где-то 7 на 5 метров. И он сажал людей внутрь вот этой вогнутой конструкции, понимая, что человек, в принципе, сам чувствует, сколько времени прошло. И это не без оснований. Мы ведь не можем перепутать. Вот я просидел на одном месте 5 минут или просидел час. Любой человек скажет, если он просидел час, я просидел около часа. Или если это было 5 минут, то это он скажет примерно, я просидел минут 5. Мы, люди, чувствуем, как течет время. Мы чувствуем вот эту энергию. И вот, когда он стал сажать людей под эти вогнутые конструкции, то он, значит, высчитал, что время вот внутри вот такой вогнутой конструкции течет аж в 7 раз быстрее. Человек говорил, что вот он сидит не 5 минут, а в 7 раз короче. То есть он говорит, я просидел не 5 минут, а просидел где-то 30 секунд. И если он просидел на самом деле час, он говорил, я просидел где-то там, сколько-то там всего-навсего минут. То есть чувством он определял уже сжатое время. Именно сжатое время, где все течет быстрее. Более того, эти люди, которые были у него в эксперименте, они говорили, в это время, когда я сидел внутри зеркала, мысль текла значительно быстрее. Я думал очень быстро. Я думал так классно, так хорошо. Моя мысль была такой рьяной, хорошей, мощной и текла очень быстро. И вот из этого Николай Александрович Козырев сделал вывод, что мы, люди, вообще-то думаем энергией времени, а не просто так. Что мы думаем далеко не мозгом. И он посчитал, что мозг – это есть всего-то навсего проводник нашего мыслительного аппарата, который состоит из энергии времени. И вот если мы обратимся к древним трактатам, тибетским текстам, или, значит, обратимся к Блаватской, величайшей посвященной мира, то можно понять из всех этих очень сложных слов, что человек вообще-то думает не мозгом. Человек думает с помощью своего духа. А дух состоит из энергии времени. И думаем-то мы с помощью энергии времени. Более того, у Блаватской, у Елены Рерих, у Платона и в знаменитых тибетских текстах, а также в Махатмах Индии удалось найти, что Бог – это время. Как понять Бог – это время? То есть Бог
это энергетический величайший разум. Этот разум, который думает, опять-таки, с помощью энергии времени. А каждый человек есть частичка Бога, и мы думаем с помощью вот этой частички, которая называется дух, который бессмертен и который кочует из одной жизни в другую. И именно этот дух, разгоняемый энергией души, состоящей из 5 элементов, является нашим мыслительным аппаратом. Вот я думаю, что сейчас, если послушают мою речь ортодоксальные ученые, те ученые, которые думают, что вот все должно быть в мире доказано, те ученые, которые верят, что человек произошел от обезьяны, что из туканов острова Пасхи создали дикари Рапануи и тому подобное, потому что перед нами идет примитивизация истории. Перед нами стоит какой-то страшный дефект развития человечества, воистину дефект, который связан с тем, что мы хотим себя чувствовать самым величайшим созданием в мире. Отнюдь не частичкой Бога. Естественно, мы не хотим воспринимать, что до нас были более высокие цивилизации. Более того, мы не хотим воспринимать Бога как величайший разум, как Создателя. И вот мы склонны к гордыне. И вот эта гордыня является минусом. Но если эти ортодоксальные ученые как-нибудь свою гордыню положат в карман, эти ученые вчитаются хотя бы в ту же Блаватскую, в ее тайную доктрину, то они поймут то, что там написано, что Бог – это время, что человек мыслит с помощью энергии времени, что время – это главная энергия на Земле. И они даже удивятся, эти ортодоксальные ученые, если они уберут свою гордыню дарвинистского обезьяньего порядка, то в этом случае они еще и поймут то, что вот эта энергия времени есть самая главная энергия в мире. И что важнее этой энергии нет. По той причине, что жизнь, она течет во времени, внутри этой энергии. И жизнь прерывается через определенный промежуток времени. Тот самый промежуток, в который заложен энергия времени в каждую клеточку. И вот в этой любой клеточке есть ген апоптоза, то есть ген смерти. Как только возбудится этот ген, жизнь прерывается, а время течет. Наш дух переходит в другую жизнь, и когда-либо у какой-либо мамы рождается другой мальчик или другая девочка, который начинает жить заново, а время течет. Время, которое определяет Бог. Мы почему-то хотим все доказать, а невозможно это сделать. Это невозможно сделать по той причине, что мы еще малоразумны, но уже горделивы, к величайшему сожалению. И вот вы знаете, в 1990 году у меня была экспедиция под названием «В поисках города богов». Это была очень тяжелая экспедиция, это был Тибет. Экспедиция длилась 2 месяца. Мы были на высоте 5-6 километров в течение 2 месяцев. Это очень тяжело. На этой высоте любая простуда может обернуться смертью. И вот вы знаете, нам очень повезло, что нам удалось увидеть и найти этот легендарный город богов. Тот самый город богов, который искали 3 экспедиции ННР, они все погибли там. И погибли под зеркалами времени. Там погибли 2 британские экспедиции.
Они погибли под зеркалами времени. Там погибла одна шведская экспедиция. Они погибли под зеркалами времени. Так мне говорили тибетские ламы. Эти экспедиции, которые там погибли, они были слишком горделивы. Они не знали Козырева. Они не понимали, что зеркала времени сжимают время. А если время будет сжато, жизнь будет течь очень быстро, господа. И там на Тибете есть знаменитое, по тибетским представлениям, знаменитое зеркало царя смерти Ямы. Это вогнутая конструкция, точно, вот как зеркало Козырева. Это вогнутая конструкция длиной 3 километра и полкилометра высотой. Представляете, если у Козырева в 7 раз сжималось время и были зеркала 5 на 7 метров. Вообще-то вогнутых вещей надо бояться. Вогнутые конструкции сжимают время. И вот там, в этом фокусе, находится долина смерти, где время течет очень быстро. Вы представляете, какое там сжатое время? Там невероятно сжатое время. И в этой долине смерти человек ощущает, что жизнь его мелькает так, как листочки перелистываются тетради. И вот эта жизнь проходит буквально через какие-то секунды или минуты, и он умирает. И сливает, но зато попадает, как написано в тибетских текстах, и как мне рассказывали тибетские ламы, попадает сразу на тот свет, обходя суд совести, потому что человек, который пошел и дошел до долины смерти, величайшего города богов, это человек уже просвещенный. И на том свете ему будет большой почет. И вот знаете, там, на Тибете, в городе богов, есть еще и так называемое в тибетских текстах главное зеркало времени. Вы представляете? Козырев назвал зеркало времени. При переводе с санскрита, это язык предыдущей цивилизации атлантов, вот эти вогнутые конструкции в городе богов, они тоже называются прямо зеркало времени. Зеркало царя смерти Ямы, который выводит на долину смерти. Главное зеркало времени. Вы представляете, когда я это все узнал? И когда я вспомнил Козырева, нашего русского Николая Александровича Козырева, у меня слезы выступили на глазах. Я понял гений, посвященность этого великого нашего ученого, который прошел сталинские лагеря, который по какому-то наитию назвал это все зеркалами. Главное зеркало времени города богов на Тибете, говорят, регулирует течение времени на Земле. Это огромная каменная конструкция, длиной 1,5 километра и где-то 700-800 метров высотой. И вот если человек подпадет под это зеркало, то жизнь протечет за мгновение. А этих зеркал, сколько их там? Не зря все ламы перед тем, как мы отправлялись, говорили мне, как руководителю экспедиции: не бегайте больно много по склонам, хотя там не больно разбежишься, там под 6 километров высоты. Знаете, вы можете подпасть под влияние зеркал. И они говорили, как я уже рассказывал здесь,
что те подпали под влияние зеркал. То есть и немецкие экспедиции, и шведские, и британские, американские, все они дошли, не понимая ничего, до определенного места под влиянием зеркал времени. Жизнь их протекла бы очень быстро, они просто истлели. И все на этом закончилось. Это кажется чудом, это кажется сказкой. Но мы, когда были в городе богов, мы все время ходили везде и всюду высматривали эти зеркала. Мы очень боялись зеркал. Мы даже порой проходили, нагнувшись или почти что ползком, чтобы не попасть под воздействие зеркал. Потому что там будет сжатое время. Эти зеркала дают конусы. Эти зеркала в этом фокусе дадут сжатое время, которое, естественно, будет смертью. И вот, заканчивая ответ на этот вопрос о зеркалах времени города богов, я бы хотел сказать, что город богов состоит из невероятного количества пирамид, каких-то дворцов без окон, без дверей. Странно. Без каких-то монументов невероятных, например, статуя читающего человека размером с 15-этажный дом. Средняя высота пирамиды – полкилометра. Для сравнения, пирамида Хеопса 146 метров в Египте, которая считается величайшей пирамидой. И вот вы знаете, и никто не может залезть ни на одну пирамиду города богов. Там бывают иногда люди, но никто не может туда попасть. Ламы предупреждают. Ламы, которые во многом были уничтожены коммунистическим режимом в Китае, но тем не менее они остались. Если они могут кого-то из пришлых людей, паломники, туристы или кто-либо, смельчаки, они предупреждают: не лазьте никуда. Зеркала. Бойтесь зеркал. Самое страшное в этой жизни – зеркала. И вот, что мы сделали во время нашей экспедиции 1999 года под названием «В поисках города богов». Нам удалось сделать фотографии. Нам повезло, была ясная погода, сделать фотографии основных, большинства, наверное, монументов всех города богов.